Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Что происходит в его жизни прямо сейчас? Давайте смотреть, что сегодня у него, да? Что за мужчина придет, посмотрим, конечно же, и что у него сегодня происходит. Поэтому проговорите сейчас его имя. Посмотрим, что за мужчина придет на расклад сегодня. И что он там захочет рассказать. А может, наоборот, спрячется. Спрячется и скажет: хватит, я хочу один побыть. Такое тоже бывает. Редко, хотя бывает, карты еле-еле какую-то информацию вытаскивают. Иногда хочет поговорить. Мужчина, давай, открывай. О, по пятерке мечей вот такой вот что-то он сегодня. Весь в каких-то прошлых мыслях, вернее, в мыслях о прошлом, но в прошлых событиях, как будто бы даже. В прошлых событиях. А что у тебя было? Тут 20-й аркан выходит. Мечи. Ну вот оно еще и тут прошлое, здесь прошлое, в прошлых, вот в событиях каких-то. А почему в событиях? Это очень... Ага. Я поняла, сейчас я его опишу. Сейчас еще две. Ну тут еще и башня выходит. И звездочка. Ну, во-первых, что могу сразу сказать, что я увидела... Хотя он скрывает это. Он это скрывает. Сразу и не увидишь, когда его видишь. Он очень эмоциональный человек, импульсивный, но он никогда не скажет, что он помнит зло. А на самом деле он помнит многое, что он действительно как будто бы постоянно живет. Вот почему мне вот это сразу вышло. Он живет в прошлом. И либо прошлое живет с ним сейчас, вот на сегодняшний даже день. У него постоянно, вот человека увидел, ага, где я с ним говорил, или же, ага, он мне вот такое когда-то сказал или сделал. У него постоянно в голове вот кусочки этого прошлого. И не то, что ему хорошо делали. Периодически, да, бывает. Если у него есть такое, что ему надо с чем-то справиться, он ищет людей, которые ему помогают, и будет, да, искать, вспоминать, что да, он мне когда-то помогал, но в обычной жизни, без каких-то там желаний, да, он просто увидел, или там что-то ему вспомнилось, или что-то вечно плохое. Кто-то ему что-то сказал не так, кто-то перешел дорожку, кто-то там... И он постоянно, он умеет ругаться. Он умеет ругаться, он умеет говорить плохие слова. Это да, это у него. Это у него. Вспоминая женщину какую-то из прошлого, не вас, а еще какую-то женщину, он тоже о ней говорит как не очень о хорошей женщине. Что она ему что-то плохое сделала, он говорит сейчас. И в какой-то момент он просил у небес, чтобы небеса вытянули его из либо болезни какой-то, либо из какой-то зависимости. Может, зависимость от женщины была, либо женщина накинула на него как узды, да, вот эту зависимость какую-то. Он из-за нее хотел просто вот через высшие силы выбежать, потому что ему было тяжело идти по жизни, хотя и сейчас, раз это первая карта выходит, ему и сейчас не так уж и хорошо. Потому что он сам делает иногда такие действия, такие дела, что вот хоть, не знаю даже с чем сравнить вот эту вот башню, да, здесь башня как дерево с молнией. Ну, вот что-то такое вот. Вот он хочет на звездочке выйти, хочет счастье получать, но у него вечно что-то как сгорает в жизни. Потому что, Потому что вот портит все в его жизни. Это вот память, злопамятность. Хотя он скрывать будет и от всех.
Он не скажет. Нет, скажет, я не злопамятный. Это мне, наоборот, плохо, я так тяну, я еще прощаю, говорит человек. Я всегда помогу даже тому, кто мне плохо сделал, говорит этот мужчина. Да, он может помочь. Нет, он не уйдет, он может помочь. Но в голове у него постоянно будут эти воспоминания. И да, он где-то в шутке даже может сказать что-то не очень приятное. Типа в шутке. Вот такой вот острой, колкой шуткой. Но мужчина страстный. Страстно загорается каким-то делом, каким-то интересным, какой-то интересной возможностью. Надеется, что в жизни у него все-таки по звездочке что-то откроется. Вот. Но сейчас будем смотреть. О, тут маг еще есть. Ну, что он повелитель 4 стихий. И что он солнышко. Что он солнышко, то ты звезда и солнце. Да? Ты моя звезда, все в твоих руках, и ты солнышко. Как же он хочет выйти из вот этой 5 мечей, но он сам себя обманывает. В какой-то степени его жизнь меняется потихоньку. Но если он перестанет себя обманывать, и обманывать вообще вот даже самого близкого человека он может обмануть. Либо недосказать. Потому что реально вот так его спросить, нет, я никогда не обманываю. И с одной стороны, да, будешь ему доверять. И он не будет обманывать близкого человека, но он может по-другому это сделать. Скрыть информацию, как-то по-другому поставить вопрос, ответ. Вот что-то такое в нем есть. Кстати, он не любит, когда на него говорят «зая». Зая не любит. Ну или солнышко. Он хочет быть этим солнышком, но слова не любит эти. И если даже когда-то говорил, или даже говорит, продолжает, но это не его, у него просто для кого-то, значит, он это делает. А вообще его аж передергивает. Вот по раскладу 100% это чувствуется здесь. Я, говорит, мужчина, не люблю, когда зая говорят или солнышко, серьезно. Вот. Но подстроиться под кого-то может. Чуть-чуть. Для кого-то, когда надо. Ты что испытываешь? Какие чувства к девушке, которая сейчас смотрит? И мысли о ней. Расскажи, что ты думаешь. Ну, вы императрица. На вопрос первая карта. Так, чувства, мысли. Вы далеко. Если вы вместе живете, да, то вы мало общаетесь, и когда вы хотите с ним поговорить, он больше замыкается и уходит в свои дела. Он как будто отстраняется от вас. Если вы вместе, вы как будто бы вот не вместе. И вы это чувствуете, и вам это не нравится. А больше, конечно, скажу, что вы не вместе на сегодняшний день. Вот, но мысли о вас, да, у него сильные. Кстати, вы о нем тоже думаете. В последнее время частенько думали. Может, пару раз, может, частенько, но думали. Он как король Пентаклей здесь выходит. Я, говорит, хочу подарить тебе подарок, но знаю, что ты сама любишь покупать себе то, что ты хочешь. Такое вот говорит вам сейчас. Треугольник, да, был, но не обязательно для всех. Треугольник может, да, быть, другая женщина у него есть или была, вот, но мама может еще присутствовать как треугольник, либо его учеба, работа, что там больше, там интереснее, другая страна, а вы уже потом. Вот была такая ситуация, была, да, как треугольник, и вот из-за этого вы расстались, скажу так, психологически, либо по-настоящему, да? Такое есть.
Я хочу перемен. Я хочу видеть тебя. Я хочу поговорить с тобой. Девятка пентаклей. Я надеюсь, что у нас может начаться многое что заново. Либо прости меня, ну по карте смерти, да, 13-й аркан, прости меня, у меня в жизни очень сложно все после того, как я от тебя ушел. Либо вы ушли, да, либо ты ушла. Я хочу перемен, и да, он сегодня просит у вас прощения. Почему? Ух, десяточка. Вот оно, прощение по святой чистой воде. 10 и 10, ничего себе. Он просит у вас прощения прямо сейчас. Потому что он хочет жизнь нормальная, чтобы у него была. Если с вами, то с вами, чтобы нормальная, хорошая и благополучная, и любовь. И чтобы дети были счастливы рядышком, да. Кошки, собачки, как говорится, там еще. Ну, а если не вместе, ну, тут 13-й аркан выходит, если не вместе, если вы уже вот сами не хотите быть с ним, и он это понимает, то знайте точно, у него в жизни очень большой беспорядок. И если он считает, если я у нее попрошу прощения, эта чистая вода меня просто вот умоет. И у меня в жизни тоже начнется все, вот, чтобы восстановительный процесс начнется, что в жизни встречу вот хорошую женщину, говорит мужчина. Если вы уже не должны быть вместе по судьбе. Кстати, он желает вам тоже вот именно счастья. На сегодня так. Ему кто-то подсказал. А кто тебе подсказал? Женщина, но он ее не знает. И не будет, ну, просто прохожая. Я не знаю, это либо психиатр, да, вот такое, либо в церкви, в монастыре. Какая-то женщина, матушка, может быть, да, вот хорошая, добрая, чистая, которая сама чистит и себя, и других может, да, подсказать что-то. Ну вот какая-то тема была. Ему какая-то женщина подсказала, как выйти из своей личной подвешенной ситуации, что надо сделать, попросить прощения искренне. И он у вас просит прощения. И для того, чтобы либо быть с вами, наконец-то, либо уже найти свое, и чтобы вы нашли свое тоже. Потому что без этого у него жизнь будет вечно в половинном состоянии подвешенности. Вот какая-то женщина, которая вот умеет вытирать слезы, ну, другим людям, это как по карте, да. А вообще я говорю, либо психолог, либо ну, очень хороший какой-то там жена друга, да, допустим, сказала, как правильнее поступить. Может быть, бабушка какая-то, там вот бабушка очень добрая такая, со своими правилами, понятиями, тоже вот как подсказала ему. Ну, такое вот. Так, я тебя оставляю. Что тебя волнует, что тебя тревожит на сегодняшний день? Деньги его волнуют, тревожат. Понимания нет. Все стоит на паузе. И ждет каких-то известий. Знаете, у него по поводу финансов как застой. И дороги куда-то закрыты. Вот это его волнует, тревожит. Когда же уже откроется что-то, как за забором каким-то. Ждет новостей, ждет каких-то изменений. Тайна твоя. Есть спор. С кем-то поспорил. Ну, тайна и есть по Луне. Нет, я не расскажу ее, говорит человек. Придет свое время тогда. Сейчас даже по раскладу я не знаю. Да, он с кем-то поспорил. И какая-то тайна через какого-то человека у него есть. Но здесь как подвешенность, и здесь тоже ожидание. Жди. Мол, может, в других раскладах он расскажет. А пока не хочу, говорит. Ладно. Эта тайна влияет на что-то положительное или там отрицательное? Или... Нет, это само по себе. Это башня, это когда ты действительно либо строишь, либо подметаешь уже, да, либо реставрируешь что-то, чинишь, выращиваешь. Нет, по этой карте ответ попозже, в свое время.
Да, а тайна какая-то есть из-за какого-то человека. С чем-то он разбирается. Какие-то документы, может быть, даже носит на подписи. И пока что об этом говорить не хочет. Радость есть у тебя в жизни? Фотография радости есть у него в жизни. У него есть рядышком фотография, на которой он часто оборачивается посмотреть. Либо с ним, эта фотография в кошельке, допустим, да, либо где-то стоит на столе, на стенке вряд ли. Хотя, может быть... Ну, как бы расклад общий. Больше я вижу, как на столе стоит фотография чья-то, и он на нее смотрит, и это его радость. Но как расклад общий, может быть, и на стенке даже висит. Победу он хочет, счастье, выход из чего-то, ожиданий много. Но мечты, мысли, вот это его радует. Все, больше пока ничего. Никакой человек рядом его не радует, он сам по себе. Просто мечты его, надежды. Так, что у тебя в доме? Что у тебя в доме? Там, где ты живешь, ночуешь. Колесо, жезлы. Пентакли, двойственность, выбор. Он сам по себе в доме. Кстати, к нему домой либо он живет с детьми, либо к нему домой в гости приходят, может быть, взрослые дети, не знаю, но либо у него фотография детей стоит на столе, в доме у него. А так он сам по себе. Он сейчас в каких-то своих идеях, в каких-то, может быть, в поездке, кстати, может быть, и он и не дома. По колесу могу сказать да, тем более еще рыцарь жезлов на коне. Он может сейчас не дома быть и хочется скорее домой, чтобы увидеть свой, наконец-то, какой-то уютный мир. Вот такой еще тут есть. Я не вижу людей, вот, чтобы они прям заходили рядом. Он как будто в своей надежде какой-то, в своих интересах, сам по себе. Ну, давайте посмотрим, да, про соперницу. Если у него есть другая женщина, то что у него с ней? Что у тебя с ней, мужчина? Если у тебя она есть, другая женщина сейчас, что у тебя с ней? Если вы точно знаете, что никого нет, пропускаем. Маг. Прошлое. Звезда. Это звезда. Это далеко. И туз чаш. Либо он реально один, и другой женщины нет. Вот она была, но ее нет. Либо она его затянула в свое время в любовь, в надежду, но по магии. И магия сейчас, опять же, по двойке жезлов уходит в прошлое. Она рассеивается, она сгорает. И если есть другая женщина, то ее вообще не чувствуется здесь сегодня. По этим картам. Вот она в прошлом, да, была. Другая женщина у него. А сейчас я ее не вижу. Почему она закрыта? Мужчина уделяет свою жизнь работе, пентаклевая карта, и фотография. На фотографии вы можете, вот на фотографии, давайте такой вопрос картам задаю, может ли быть на фотографии у него ваша фотография, да, ваше лицо, уже запуталась словами, ваше лицо, просто я уже там, пятерка чаш. А ну еще одна. Еще одна. Очень сложно. Сейчас. Я хочу вытащить. И вверху. Все-таки, видите, я по этим картам не могу ответить. И Верховная Жрица закрывает. А Верховная Жрица — это тайна. Скорее всего, он эту фотографию, даже если держит на столе, никто ее не видит. Либо он ее прячет.
Да, вы можете быть на его фотографии. Вернее, на своей, не знаю, как это, на фотографии, да, на его столе. Но он ее прячет. Он ее прячет. Чтобы никто не увидел. Почему так? Потому что он мужчина. Дом. Потому что он хочет защитить себя и вас от какой-то магии. Так ты что, разобрался с тем, что кто-то на тебя магию делал? Да. По шестерке пентаклей, да. И сейчас идет, я не знаю, сейчас идет или он уже почистился. Он чистку делал. Он не верит сильно в магию, но, а может, нет, сильно нет. Но какие-то такие вот мысли у него, ну а вдруг, да, мол, соль надо посыпать. Кстати, есть у него в голове такое. Или какую-то чистку, он через высшие силы чистился. Он хочет в доме порядок навести, энергетический. Да, у него есть фотография. Может быть, у него на столе фотография святого какого-то, да, иконка, допустим. Может быть, у него природа, либо какая-то фотография из какой-то очень-очень запоминающейся поездки. Но когда он на это смотрит, он представляет вас и детей, вот детей каких-то, вот своих, может быть, племянников, может быть, на будущее мечтает, да? Ну вот он вас представлять может и закрывать. Ух, у меня аж язык начал уже заплетаться здесь. Я реально как будто бы у него дома сейчас. И женщину я это не вижу. Если она есть, она просто далекая звездочка там сама по себе. Да, звездочкой можно назвать, потому что она холодная. На данный момент так. Он поэтому и тут и выходит туз чаш, потому что как бы вот огонь, который вот потух. Потому что чаша — это же еще и вода, огонь, который потух. Другая женщина его любит, если есть. Там баррикады. Там баррикады. Нет. Если и любит, то как-то по-своему. Тут дороги, они в разные стороны смотрят. Нет, тут... Если она есть, то там вообще ужас, что. И магия. Другая женщина, будешь подделывать магию? Да, она этого хочет. Сработает? Нет, Иерофант чистит. Чистка идет небес. Иерофант вышел. Чистка идет небес. Если ответы четкие, то это в 1000000% так и происходит в жизни мужчины сегодня. Так, давай рассказывай твои действия, твои планы на будущее, свое будущее. Ну вот он хочет из тяжести какой-то выйти, уже нарисовал себе дорогу, дом хочет, радость. Или если он далеко, он хочет домой. Если он дома, то хочет дома, чтобы было уже нормально наконец-то, а не какие-то там нервы, либо, ну не знаю, что-то не так у него. Хочет поставить какую-то точку в каких-то вопросах. И да, документы какие-то нужно подписать ему. Так, какие планы у тебя по поводу девушки, которая сейчас смотрит? Ну вот, я же говорю. Как будто бы действительно вечно в мыслях о вас именно. Вот по этой карте. Ну и деньги. Зарабатывает деньги. Хочет заработать какую-то сумму, хочет куда-то вложиться, хочет действительно что-то приобрести. А по поводу вас, вот, чтобы вы это видели. Так, а что бы ты хотел девушке сказать сегодня, которая смотрит? Ты огонь, королева жезлов, ты огонь для меня. Я жалею, что мы разошлись, или вы развелись даже по правосудию. Я неправильно решил, неправильно сделал.
Я хочу тебе подарить. Он опять хочет, он опять говорит, я хочу подарить тебе деньги, чтобы ты на них купила то, что хочешь. Либо отдать деньги, либо, я не знаю, что еще, но он хочет, вот он вкладывается, но он не знает, что вы любите. Потому что, наверное, вы любите больше, действительно, ну, как он говорит, вы любите больше, чтобы самой выбирать себе, что я хочу. Вот он хочет для вас это сделать. Прямо сейчас даже. Такое. Ну, давайте посмотрим, если вы хотите с ним быть, что карты скажут. Придет он в ближайшее время? И что у вас будет дальше? Вот он, с самого начала. Уставший. Ну, рыцарь чаш, хочет он прийти. Он очень хочет, чтобы вы тоже его ждали, а может даже и пришли сами. А карты, что говорят, баррикады идут. Смотрите, вам карты говорят в ближайшее время, ну, пару дней, да, вот этих, не проявляйтесь к нему сами. Если он проявится, вот там уже будете общаться, разговаривать, увидите, как он, с чем пришел. И, скорее всего, с каким-то подарком, и, скорее всего, финансы, просто деньги какие-то передаст, подарит или что-то скажет даже. Ну вот пригласить может вас, куда-то сходить тоже за вас, везде заплатит. Ну вот хочется ему этого. Если он это сделает, это в ближайшее время ждите. Да, карты говорят, можно выходить из баррикады, если он приходит. Но сами ждите момента, когда он придет. Не идите, потому что он испортит все. Ну, он станет опять императором, ты мне должна, ты не такая. Радуйся тому, что я тебе подарил, зачем тебе что-то выбирать. Ну, типа этого, да, может опять сорваться. Потому что у него до сих пор еще в голове чьи-то мысли, либо та магия чуть-чуть, когда ему закрывали поток мыслей от вас. А вообще вот у него есть переделки, перестроение какое-то такое. Ну, встречу ждите в ближайшее время, но пока что вы не проявляетесь. Так, и если вы не хотите быть с ним, что карта скажет для вас? О, у вас куда-то вы пойдете. Ага. Ждите сюрприз. Ждите сюрприз в вашу жизнь. Судьба хочет, чтобы вы с кем-то встретились. Очень сильно. Вы куда-то пойдете или поедете, и встреча будет. Ну, это сюрпризная встреча с кем-то. Ну, давайте, ну, как по последней карте, через эту встречу вы найдете... Нет, не найдете. Это вас само найдет. Давайте так, через эту встречу вы поймете, что нужно проводить и что встречать. И встречаете вы любовь свою. Что-то провожаете по восьмерочке, что-то встречаете через какую-то поездку, либо просто куда-то сходите, но тут сюрприз. Либо кто-то вас познакомит, либо кто-то вас куда-то пригласит, и через других людей вы увидите вот мужчину интересного, да? Но что-то очень интересное будет, очень интересное в ближайшее время уже. Ну, это в вашей жизни. Может быть, это будет шаг за шагом, что вы идете к своему счастью большущему, о котором мечтаете. Ну, так вы идете туда. Но сюрпризы, сюрпризы ждите. Сюрпризы, необычные моменты. Это ваше. Угу. На дне колоды принцесса мечей. Да что я могу сказать? Я даже не знаю, вот по этой, ну, то же самое, что я уже говорила. Вы вот ждите каких-то интересных людей, событий, вот они уже вот как будто бы рядом, вот постучатся в дверь вам. Либо позвонят по телефону, опять же, да. Но что-то такое интересное. Ясно. Ясненько. Здесь, смотрите, в ближайшее время не тратьте деньги напрасно, потому что у вас придет понимание, что вы что-то испортили.
И будьте внимательны к людям, которые вас не туда могут пригласить. Да, есть предупреждение. Все-таки есть напоследок. Если вы будете чувствовать, что человек вас приглашает куда-то не туда и вам не хочется, все, отворачиваемся, идем в другое путешествие, сами куда-то там, не знаю, сходите в кино, там еще куда-то, либо с другими людьми. Но есть подстава, где вы потратите деньги и ничего не получите. А есть, где вам, наоборот, подарят, где вас как будто бы, образно говоря, за руку проведут в какие-то интересные моменты, которые будут еще дальше открываться. Так что вот будьте вот по этой карте будьте внимательны чуть-чуть. А так вот, мир, гармония, благополучие в вашей жизни, оно стопроцентное. Но предупреждение есть. Я не знаю, надо. Наверное, надо. Хоть тут и на мужчину расклад, но раз, вот я говорю, я увидела и думаю, что она смотрит, вот что-то надо все-таки. Пятерочка пентаклей, да, можете остаться в пустоте, которая не должна быть уже в вашей жизни. Поэтому будьте внимательны, и все. Это все отметете, и эта подсказочка, скорее всего, очень вовремя. Ну, на сегодня все. Еще раз говорю. Счастья вам огромадное, преогромадное. И увидимся, услышимся на следующих раскладах. Сделаю еще скоро еще на мужчину, на другой вопрос, да, что там у него, как, не знаю еще пока что. Ну, вы увидите. Увидите, что вышло. Иногда выставляю в час, иногда в 6 часов вечера, да. Это по моему времени. Смотря откуда вы смотрите, у вас по-своему будет. И иногда так, что да, я, может быть, не успеваю, потому что своих дел много, там туда-сюда надо ходить. Поэтому иногда выставляю видео реже, конечно, но бывает. В разные другие моменты, в разные часы. Так что жмите колокольчик на канале, и вам сразу же будет, как только я выставила видео, вам сразу будет напоминание приходить. Вот это вот самый нормальный такой вариант, где вы не потеряете меня, я вас. Ну, как-то так. Еще в других раскладах тоже скажу по поводу времени. А сейчас все. На сейчас все. Счастья вам еще раз огромадное. Берегите себя и ждите очень хороших прибавлений в свою жизнь. По двоечке кубков однозначно. И по рыцарю кубков тоже. Увидимся, услышимся, на связи. Угу.